Всем привет, с вами Лина, и сегодня будем играть в игру под названием «Дети плесени». Это очень мрачная история о деревне, населенной только детьми, которые чтут первобытные традиции. Ну что, поехали. Иногда в игре будут появляться мини-игры, идущие одновременно с текстом. Но так как в этой игре есть русская озвучка, я предлагаю выбрать просто нормальный режим сложности. Если будет, уж очень сложно, мы естественным образом понизим сложность. Дети плесени по дороге высланы пеплом и известью прочь от восходящего солнца вслед за дальними ночными огнями, кроты добудут нам поводырями. А ворона каркает. Продолжить диалог на любой из этих кнопок хорошо. Только этого не хватало. Вороний крик прямо у пресносущего дуба. Владыки, что-то дурное надвигается. Ох, чувствует гнилое сердечко. О чем же ты все толкуешь? Неспроста предупреждаешь, тут сомнений нет. Так ведь и чувствовала недоброе знамение, когда сорока на заре залетела в окошко. Стоило прочитать заговор у порога. Ох, как стоило. Кирфил, ау! Чего задумалась-то? Вызвалась пособить, называется, а теперь встала, как закопанная. Опять, что ли, на владычицу сетовать будешь? Ох, даже не напоминай о ней. Пошли уже, на солнышко-то взгляни. Мертвых ведь до полудня почуют. Это достаточно прикольно, что тут персонажи двигаются, что не как обычно в новеллах ты читаешь не снизу, а именно вот таким образом. И еще тут показывают картиночки, кто говорит. Прикольно. Да, гневить покойников, пожалуй, не стоит. Могилка и так беспокоилась, что не успеем поднести яство ее подопечным. Заботиться об их благе больше, чем о своем. Что за тревожный бес меня обуял? Я могу тут еще передвигаться? Подожди, а куда мне нужно? Кирфил, ты чего? Нам в другую сторону. Иду. Хватит отвлекаться, Ну ладно, значит в ту так в ту. Ой. О, Так о Господи. чем задумалась-то, Кирф? Сознавайся, уж не расскажу никому. Хотя, может, и расскажу. Но ты и сама знаешь, мои кроткие слушатели едва ли любители сплетничать. Какая забавная. Я еще могу тут выбирать? И что же мы ответим? Вороны, что ли, не слышали? Все не пойму. О чем она нам силилась поведать? Дурное знамение видела. Не знаю, что и думать. Я думаю, можно выбрать первый вариант. Покушать просила, ясное дело. Не хочет, небось, на сухом поле клевать. Там все такое горькое, да еще и язык вяжет. Будто ты сама пробовала. Ты уж мне поверь, я ведь тамошние крышки сама пробовала. Чего улыбаешься? Пойдем шустрее, пока хлебушек еще теплый с печи. Как пахнет! Так и хочется краюшку слопать. Жаль, что нельзя. Почему это? Ты ела ли чего? Все им поди отдаешь. Давай вот это спросим. Я-то себе найду хлебца. А они как потянутся ж ручками прямо из земли. Уф, ужас какой. А когда покойники сыты, так можно и прикорнуть немножечко. Пойдем уже. И когда будем там, не забывай. Тревожить семена, коими стали оставленные тела, нельзя. Они должны прорасти, обернуться свежей душистой травой. О. А куда идем? А в обратную сторону можно? Кирфил, ты чего? Нам в другую сторону. Попытаться уйти от могилки. Куда ты идешь? Иду. Хватит отвлекаться, Ладно, пошли. Я не знала, что за это можно получить ачивку. Тут так все мило выглядит. Кстати, слышала про вчерашнего покойника? Не-а. Последнего моего горе-муженька. Последнего моего горе-муженька у тебя... Что? Горе-муженька? Вот именно. А то до заката нас не успели обвенчать. Тогда еще только ямку ему копали. Вот и пришлось луны ждать. Вдруг его душеньку за то время увела бесовица-огневица. Утащила бы за собой. И поминай, как звали. Кошмар. А расскажи, что там? Охотника вчера растерзали. Говорят, в лес направился срубить заговоренную липу. Копье, что ли, они хотят из нее сделать? Мало было 4 покойников до него. Так притом почти там же. Это такой ужас, ты бы видела. Когда нашли, его уж почти целиком сгрызли. Только давай без подробностей, а то любишь ты все в красках расписывать. Либо спросим. Давай спросим прям уж целиком. Несчастному оттяпали обе ноги до колен. О, боже. Представляешь, ручки до костей, а брюхо... Скажу, просто меня чуть не вырвало. А ты знаешь,
Сколько я этими самыми глазами уже видывала. Ему даже сердце выгрызли. Прямо Ой. из-под ребер. Фу, какой мерзость. Сам владыка лес постарался. Ну, мне так следопыты сказали. И лицо, кстати, как обычно, не тронуто. Хорошенький был. Ладно, хоть быстро сыскали. Не гнилика позеленелого. Все так и шатаешься ночами на сухом поле. Все, хватит с меня разговоров про мертвяков. Так ведь недуг на себя недолго навести. Ну, давай все-таки спросим. Конечно. Каждую третью луну слежу, как бы кто ни поднялся из могилки. Представь, если по деревне покойники волочиться начнут. Ужас! Согласна. Ты хотя бы раз видела встающего мертвеца? Так они ж не осмелятся. При мне-то. У меня вон коса. Затем облюжу. Подожди, она выглядит сама как ходячая смерть. Из-за этого ее боятся призраки? Покойники-то знаешь, как косы боятся. Особенно мальчишки. Их только ею обратно и загонишь. А девочки? Откуда ты знаешь? Сама же говоришь, не видела, чтобы они поднимались. Так, во-первых, я не говорила, что не видела. Как это? Но вообще да, не видела никогда. От старшей жрицы слышала много-премного правдивых историй. Мне бы ее опыт. А то вдруг струшу за виде покойника. Даже, наверное, лучше сказать беспокойника. А девочки? Девочки-то выйдут, поплачутся на плече и обратно улягутся на левый бок. И все? Это ли будет со мной после гибели? Стану ли подниматься из земли хладной покойницей, тщетно ища утешения на плече верной подруги? Почему обязательно на левый бок? Я, кстати, их спрашивала. Молчат. Вот и не знаю, может, так удобнее. Я, когда на земельке сплю, тоже всегда на левый бок ложусь. Правда удобно? Все, хватит с меня разговоров про мертвяков. Так ведь и недуг на себя недолго навести. А чем мы дальше идем? Ну что такое-то? Куда ты опять утопала? В другую сторону. Да, что-то я сегодня сама не своя. Ладно, идем. Нет, я и шагу туда не ступлю. Почему? Глаза бы мои не видели проклятого чертога. Хорошо, то есть ты туда не хочешь перейти? Нет, Я поняла, глаза бы пропускаем, мои не пропускаем. видели проклятого Идем чертога. дальше. А сюда я не могу зайти. Хорошо, сюда тоже не могу. О, а сюда? Подожди-ка. А вернуться назад? Кир, Что? ты, по-моему, куда-то не туда идешь. О, верно. Что же я сегодня такая рассеянная? Не к добру это. Ладно, пойдем. Пойдем дальше. А куда нам идти? Ты хоть нам скажешь? Еще вчерась на могилке дремала и выдумала загадку. За 100 лет не угадаешь. Загадывай. Собрались как-то на праздник быка олень, волк, покойник и ворон. И сказала госпожа Осень: принесите достойную жертву, дабы усладить духов леса. Ворон сказал: кар! Много ли во мне крови на усладу духом? Принесите в жертву волка. Волк сказал: кто же осмелится поднять клык на волка, сына леса? Принесите в жертву покойника. Покойник промолчал, но указал костяным пальцем на оленя. Олень сказал: хорошо, мне быть жертвой. Кого принесли в жертву? Ой, что-то как-то по-сложному. Слушай, а может быть это быка? Быка? Ой, ну насмешила. Ты же не серьезно? Резать быка на праздник быка? За оригинальность дам тебе еще попыточку. Ну а почему нет? И может мертвеца? Тут все про мертвецов. Правильно! И как ты додумалась? Или волшбу свою применила, а? Я даже не знаю, чего так ответила. Впрямь колдовское нутро подтянуло к правильному ответу. Нечестно! Над загадками думать надо, а не так. А решение вообще-то такое. Ворон говорит, почему его нельзя отправлять на съедение к духам. Затем волчок делает то же. Слова покойника мы понять не можем. Мы же живые. А вот животные язык мертвых понимают. Это всем известно. Поэтому мертвец указывает на оленя, чтоб тот огласил нам его волю. Вот он-то нам и повторяет слово в слово: мне быть жертвой. Вот так. Нифига себе. Ясно. Как-то сложно. Че, мы дальше идем? Ну, пойдем. Пойдем. Какие милые. Идем дальше. Колодец. А сюда мы не пойдем. Я поняла. Идем дальше. А до куда мы идем? Напомни мне, пожалуйста. Идем.
Я больше никуда не могу двигаться, кроме как... Сухое поле. Символ цикличности и блаженной мены. Волею владычицы обратилась для нашего сестринства вечным напоминанием о неизбежной кончине. Чувствую лукавые взоры. Десятки духов поди наблюдают за каждым нашим шагом. Живым здесь уж точно не рады. Без могилки я бы и шагу сюда не ступила. Как только она, босая, пробирается меж могил с такой легкостью. Не шлепнись у меня тут. Помнишь, что я тебе о семенах говорила? Тревожить семена, коими стали оставленные тела, нельзя. Они Кир, поднимутся не что-то так! там. Ты опять не слушала Блин, ничего. это на время просто. Пойдем. И не ворочай мне тут камушки. Они поднимутся из земли беспокойными духами. Разве не так? Ладно, идем. Но я так и поняла, что семена нельзя трогать на могилках, что-то там такое. Блин, вот что имелись в виду заменить... Кажется, Игры. успели. Вот они мои, тут отдыхают. О, гляди-ка, свеженькую вскопали. По ком, интересно? Пустая могилка. Нет, не стоит заглядывать во вскрытую плоть земли. Духи только и ждут, когда я оступлюсь. Коснуться, так мигом душу изворотят. Наклоняется к одной из могил и начинает шептать. Пожалуй, не стоит развешивать уши. Сакральные ритуалы не дано наблюдать чужим, хотя могилке кажется все равно. Подслушать, отойти. Но наша героиня не хочет подслушивать, так что я предлагаю просто отойти. Что еще за гул несет из деревни? Что это там? Вовремя же мы притащились. Праздничная процессия направляется прямо к нам. И кто же виновник торжества? Или виновница? Затуманенные очи так и норовят соврать. Что ж, они все еще являют мне вещи сны. За это я им благодарна. Идти толпе, конечно, еще долго. Но и отлично. 6 солнц сменится, пока могилка там. Вот тогда. Гилью, что ли, провожают? Уже все? Ну так пора. Выходит, ей стукнуло сегодня 19. Подожди, то есть дети только живут до 19 лет? Да нет, я про твой обход. Закончила? Так быстро? А то. Это радует. Думала, 7 шкур сменю, покуда дожидаюсь. Ой, ну тебя. У меня тут все уже привычные. Одна только коя 3-го дня засыпана. Даже и не верится, что гилью уже ждет благая мена. Благая мена. Проклятая мена. Важнейший праздник. Торжество жизни. Только не для нашего круга. Ох, не обрадуется толпа моему присутствию. Пока мы лишены радости мены, на этом празднике нам места нет. Хотя, какая к чертям разница? Пусть думают, что хотят, пусть себе перешептываются. Я останусь понаблюдать за процессией. Ничего пока не понимаю, процессия подходит. Ведьма. Это не про нашу главную героиню? Началось. Да, ведьма. И что им с того? Наслушались о нас вранья проклятой владычицы. И повторяют, и повторяют. Ох, не стоило мне так великой. Как же я за тебя рада, Гилья. С благой меной. Благодарю, добрая жрица. Не бойся, я провожу тебя. Больно не будет, обещаю. Не бойся, Гиль! Не бойся, Гиль! Мы с тобой! Так, подожди, но она же не при смерти, она живая, они просто отправляют их в могилы, и они там живьем умирают? Что за бред? Не верится, что наше с тобой время вместе закончилось столь скоро. Прощай. Благодарю звезды и землю за все счастье, что мы разделили. Но озвучка здесь достаточно тихая, очень. А я сделала на максимум, смотри. Громкость голоса на максимум я сделала. До встречи. Передавай привет деткам. Скоро им выпадет доля воспитывать родную мать. Вспомни тревоги и горести прошлой жизни. Сожми их в кулачках. На той стороне оставишь их под корнями старого вяза. Итак, гилья красноречивая, от 4-й луны в мир принесенная, землею сырой вскормленная, готова принять узы матушки земли, прародительницы мха, плесени и корня человечьего. Видно, как боится. Ничего удивительного. От одного вида процессии сердце уже мечется. А уж была бы я на ее месте. Подбадривание из толпы. Готово. Голос дрожит. Готова утопнуть во мгле и, задохнувшись, вернуться вместе с солнышком на волю. То есть они ее реально живьем будут закапывать? Вы приколисты? Готово. Готова ли душою скитаться в бездонном колодце до благостного рождения? Готово.
И, наконец, желаешь ли снова обратиться звеном нескончаемой цепочки жизни? Да, страстно желаю. Умничка моя! Пойдем, тебя заждались. Я тоже должна двигаться? Нет, я не двигаюсь. Держи флакон с черным молоком. Помнишь, как еще его называют? Да, последние слезы радости. Молодчинка! Пей все до последней капельки. Слезы на вкус сладкие и приятные. Ничего не бойся. Владыки, она вся дрожит. Ну, естественно, дрожит. Выпивает Ах, флакон. какая же ты у меня умница. Видишь, нисколечко и не страшно. Да, конечно, не страшно, еще очень страшно. Блин, ну зачем этот ритуал нужен? Такая бредятина. Кивает и улыбается наша Гилья. Гилья, пора твоя пришла. Загляни внутрь землицы. Отдайся ее теплым материнским объятиям. Она укроет, будто шершавым одеялком, и сохранит твой безмятежный сон. А я буду нашептывать колыбельные до твоего следующего рождения. Мы все будем с нетерпением ждать твоего возвращения. Да-да. Это верно! Возвращайся, живой, поскорее! Счастливого пути! Дыши, Гелья. Вдыхай терпкий дух мертвой травушки. Слушай ее радостный шепот. Гляди на солнышко. На закате оно станет тебе проводником на ту сторону. О боже. Она от зелья... Подожди, она от зелья умерла? Только что. То есть она дает какие-то там слезы, какое-то там в кавычках молоко, и от этого вот происходит вот это? Гилья, такая ты у меня молодчина. Не бойся, я тебя не оставлю. Честно-честно не оставлю. Делает надрез косой. Ужас. Радостно кричит душа живая, живая. В лес душа бежит, она живая, ей больно. Радостно дрожит земля живая, живая. Кости ей несем, они смеются невольно. Доброй дороги, Гилья! Счастливого пути! Счастливого пути! Скорейшей тебе дороги домой, Гилья. Даже трава радостно шелестит, провожая уходящую душу. Да, путь Гилии вскоре продолжится. А продолжится ли когда-нибудь мой? Ох, нечего пустыми тревогами омрачать сладкую тризну. Пора возвращаться в деревню. Хоть радостный гул и разогнал духов, среди сухой травы все равно как-то не по себе. Кирфил и Могилка возвращаются в деревню. И куда нам теперь идти? Что нам делать? Чем нам тут заниматься? Синица? Не знаю уж, как тебя по имени звать, ведьма. А почему она изгой? Она такая рыженькая, миленькая. Изгой? Чего этой оборванке понадобилось? Кирфил меня зовут, хотя синицы тоже нередко кличут. С чем обращаешься, безродная? Что тебе надо, ничейная дочь? Ну давай по-вежливому, давай. Ну, я не знаю, ни то, ни другое мне не кажется вежливым. Ну давай первое. Знать хочу, что мне жизнь уготовила. Есть ли место счастью на избранном для меня пути? Только не говори, будто хочешь, чтобы я гадала за даром. Нет уж, иди вон у червей выспрашивай прорицания, они тебе точно расскажут. Ну нет, это как-то грубо. Ну давай спросим, чем и платишь? Вот, достойная плата. Протягивает медвежий клык. Глазам не верю. Откуда у нее мог такой взяться? Стащила, поди. Совсем, что ли, бестолочь не знает ценности медвежьим клыкам? Что же, хорошо, расскажу тебе. Набирает воды. Плюй. Что? Ага. Плюй в воду. Ты ведь свою судьбу узнать хочешь? Значит, нужно, чтобы что-то от тебя в эту воду попало. Могу локон срезать. Или крови пустить, если тебе претит иное. Понятно. Кто бы мог подумать, что я стану повелевать законами бытия ради безродной бродяжки. Она еще смеет надеяться на счастье. Сама наивность. Какая ты злая. Итак, заговор. Может опробовать тот, что давеча выдумала Лира? В мастерстве ее слова я не сомневаюсь. Произнести заговор, и все, больше мне ничего не дают выбрать. Мать-Земля, отвори предо мной чужую судьбу.
хозяин воды. Пусть звезды нашепчут мне волю твою. Вижу гладкую вязь, шептание сов, искажение лиц, тишину облаков. В отражении своем вижу лики богов. Падите, ниц, вас лишаю оков. Ну и звуки. Взять горсть ведьминой пыли и бросить на поверхность воды. Владыки, верно, очи сегодня меня обманывают. Россыпь широкая, но с парой больших комьев. Еще и форма у них неровная. Удивительно. Трактовать буквально, говорить загадками. Не, давай буквально. Вижу, ждет тебя немыслимая удача, богатство и всеобщее уважение. И ежели не предашься жадности, желания твои исполнятся, и будешь ты счастлива до последнего дня. Врешь же! Рассказала красивую сказочку для наивной бедняжки, ищущей покоя. Вот только правду я ценю поболее всяких несбыточных фантазий. То есть надо было ей загадками, да, рассказывать. Так и думала. Хочешь верь, хочешь не верь, твоя судьба, она не запечатлена в камне. Ищешь иной судьбы по своей в голову. Что ж, таковой у меня нет. Все, что было сказано, правда, прими ее с чистым сердцем. Давай вот это, второе. Предлагаешь верить этой чепухе? Нет уж, не зато меня приняла синица. Да не синица меня зовут, я ж тебе сказала как. Предсказание явлено, менять мне в нем нечего. Убеждать слепого, что над ним светят звезды, все равно, что в воду вступит толочь. Ты бы приняла мои слова, будь в них больше дурного, верно? Да, не бывает жизни лишенной ненасти. А уж жизнь пари ими полнится день ото дня, как, полагаю, и твоя. Поверила бы ты, ведунья, услышав нечто подобное. Тут она права. Я бы засомневалась и провела обряд снова. Поклянись небом, что молвила правду. Клянусь, небо тому свидетель. Довольно? Клясться небом? Нет уж, довольствуйся своими бестолковыми сомнениями. Давай вот так. Наконец показала истинную натуру, ведьма. Жрица, и к тебе у меня есть вопрос. Чего надобно? Хочу знать, что ждет изгоя после смерти. Поняла. Так. Чего так медлить? Говори уж как есть. Тем более она у нас такая правдолюба. Не томи, настолько ли все худо? Ну, у изгоев ведь ни прародителей, ни имени, ни призвания нет. Даже души нету у них. У вас. Она изгой, потому что рыжая? И души нет. Ну, конечно же. Поэтому тебе никак не увидеть нового рождения. Вот как выходит, проклятая судьба надо мной поглумилась. Ну вот чего-чего, а живут в одном теле изгои дольше других. Переживают закат, прямо как мы. Милость, данная владычицей обреченным. Он все же не наврал. Проклятье. Кто он? А ведь меня ждет та же участь. Безвозвратная смерть. Интересная новеллочка. Не знаю, будем ли проходить мы ее дальше или нет. Так что большое спасибо, что досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно тебе понравилось. Так что в следующих видео мы обязательно с тобой увидимся. И пока-пока-пока.